Представители знака зодиака Телец, тельцы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на ноябрь 2023 года. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас, но я надеюсь, если призвать интуицию и метафорические образы карт, какую-то, может быть, ситуацию вы сможете просчитать на пару шагов вперед или где-то сообразно вашей энергетике, получить инсайт или предугадать ход развития событий или допустить, может быть, альтернативные варианты развития событий. Первую карту, которую мы с вами достанем, да, и на 3 колодах я решила сделать этот расклад, посмотреть по сферам жизни на разные позиции. Итак, первая карта. Важное событие или что для вас будет в приоритете, мои дорогие тельцы, в течение ноября. Неожиданное событие. Что завершится в вашей жизни? Что нового войдет в вашу жизнь? Что я смогу осуществить? Может быть, в чем-то вы проведете окончательный баланс, знаменатель. И мы достанем по основным сферам жизни 3 карты. Дела, работа, бизнес, как будут продвигаться. Какова энергетика, финансы, ноябрь для вас, мои дорогие тельцы? И что у нас в личной жизни, давайте тоже узнаем. Итак, что важно знать для вас? Вот так, совсем не тельцовская энергия, королева мечей. Значит, так нужно. Прообраз Юдифи. Мы от чего-то готовы отказаться. Может быть, вот этот самый баланс вы будете проводить. Здесь больше работа интеллекта и интуиции. Здесь мы будем скорее оценять, стоит ли овчинка в выделке, какой для нас это обернется перспективой. Или просчитать, попробовать. По этой ведь карте мы словно, знаете, что-то задумали. Но как будто мы не имеем права на ошибку. Мы надеемся по этой карте сами на себя. И мы хотим избавиться, с одной стороны, от той помехи, которая нам уже, надоело, наверное, сказать не могу, называется. Вот где-то так. Но с другой стороны, мы предполагаем, что мы откажемся. Но мы не должны поторопиться и себе как будто навредить. Здесь мы больше себя бережем, анализируем. Вообще больше холодной энергии, рационализм и логика, ваши друзья мои дорогие. Где-то вкупе с интуицией и интеллектом. Не вашей энергии, холодной энергии. Но, видимо, вот какие-то такие задачи вы будете перед собой ставить. Надо сказать, что как ноябрь, так и декабрь еще в вашем знаке в ретро-движении будут 2 планеты – Уран и Юпитер. И тут хочешь ты или нет, какие-то могут быть ситуации из прошлого. И вам я могу предположить, тут как раз прошлое часто проигрывается. Какая-то ситуация, которая сверх нормы затянулась, и уже нет сил на это все смотреть. Или уже это продолжать. Вот что-то на повестке дня такое важное выйдет у вас в ноябре. Неожиданности. Какая-то пауза. Хотя, если мы говорим про деньги, 7 пентаклей, они у нас растут на дереве. И дерево – это всегда уверенность, это корни где-то, да, наше надежное положение. Поэтому в целом общий фон ноября для вас будет как и по финансам стабильно надежный, так и, в принципе, по сохранению наших позиций тоже. Нет здесь какой-то, знаете, синкопы, когда вдруг что-то резко меняется. Или по этой карте нам, по крайней мере, не говорят об обстоятельствах непреодолимой силы. Хотя, вот если в неожиданностях могут быть задержки. Может быть, это мы хотим с чем-то разобраться, потому что, опять же, ситуация затянулась. У кого-то могут быть и задержки с деньгами, мои дорогие тельцы. Такое тоже возможно по независящим от нас причинам. Потому что по этой карте проходят, если мы говорим о какой-то паузе, то она сопряжена с тем, что есть какая-то цикличность. Или есть, опять же, обстоятельства, на которые мы не можем повлиять. Мы так или иначе получим наши деньги, но где-то вот какие-то заминки быть могут. Давайте мы идем дальше, посмотрим, что завершится. Вот совершенно неожиданно, что завершится, и карта итога. Правда, какие-то отношения вы можете завершить, в чем-то поставить точку. Это может касаться какого-то вашего союза. У нас все-таки 10 пентаклей, прекрасная карта. Может быть, по поводу вашего союза, если были уже какие-то недопонимания в вашей паре.
как, знаете, к итогу какому-то я подхожу, и я точно знаю, что я с этим, ну, не могу мириться, я с этим не могу жить. Я так думаю, что это для тех больше, когда, опять же, ситуация тянется из прошлого. Это не есть какая-то внезапность в ноябре месяце. Здесь только нас может что-то подтолкнуть к нашему выводу. Мы в чем-то можем убедиться. А для большинства из вас что-то завершится, если мы говорим, к примеру, вы занимались ремонтом, вы его можете завершить. Или то, что касается вашей семьи, вашей пары, может быть, были какие-то проекты по переезду или еще что-то. Давайте мы с вами посмотрим дальше, что нового войдет в вашу жизнь. Тут действительно вы что-то будете завершать, подводить баланс. Знаменатель под уравнением со многими неизвестными. Карта Возрождения, эта карта говорит нам о том, что нам отсюда только вперед. Какая-то часть вашей жизни, этап жизненный, он заканчивается. И здесь нам не говорят о том, что сразу начинается новое. Но, видимо, ноябрь – момент перехода. Может быть, вот мы говорим, десятка кубков. Для меня странно, да, что для вас вот эта карта выпала именно в позиции, что завершается. И для большинства, если мы говорим про отношения, правда, какая-то история, может быть, завершается для кого-то недопонимание или какая-то, знаете, как ситуация была двойственная, непонятная. Здесь вы, значит, с чем-то разберетесь. И если что новое, то, может быть, и отношения на какой-то новый уровень переходят, правда, такое может быть. Но это не будет как-то быстро. Это избавление от боли, от страданий. Если мы говорим, какие двери будут открыты. Двери будут открыты самые разные. Их даже просчитать сложно на ноябрь, потому что старший аркан. Нам просто говорят, верь в себя, верь в собственную звезду, верь в свои возможности и будь открытым миру, потому что пространство для тебя будет предоставлять как раз, как, может быть, новые люди в вашей жизни, новые какие-то яркие впечатления, совершенно новые какие-то варианты сотрудничества, может быть, вашей деятельности. Здесь самое главное не оглядываться назад, идти где-то по ситуации. Давайте мы спросим, а что же я смогу осуществить? Вы знаете, тут самое главное, наверное, будет завершить что-то, с чем-то разобраться. Подведение итогов это на самом деле вот в ноябре у вас может быть. Самое главное, вам не захочется быть в подвешенном состоянии, буквально карта повешенного. Это может быть двойственная какая-то ситуация, как в отношениях или по работе, когда я больше не хочу быть в роли жертвы, или я не хочу ждать, может быть, каких-то обещаний. Может быть, это связано с личной жизнью. И здесь вы тоже очень рационально, хладнокровно себе можете сказать, что вот это вот эти качели какие-то, вот, кстати, по отношениям качелеобразные, да, если мы говорим, как по работе, такое тоже может быть. Нам не говорят да, нам не говорят нет, что-то когда-то пообещали, а мы сидим, ждем. Вот здесь что я смогу осуществить? Завершить какое-то ожидание. Выйти из какого-то тупика, выйти из какого-то кризиса. Вот, наверное, действительно, по карте 20-го старшего аркана момент перехода для вас, мои дорогие. Но вообще, само по себе, это здорово, потому что выйти из 12-го аркана достаточно сложно. Сложно эмоционально и, главное, на что-то решиться. Вот, пожалуйста, королева мечей. Дела, работа, бизнес. Ну, хочешь, не хочешь. Трансформация. Я надеюсь, я правильно понимаю, 13-й аркан. Что-то как будто отжило настолько, что нет смысла продолжать. У кого-то это в работе может проиграться. Какие-то новые условия работы. Или, может быть, из-за задержки с деньгами у вас это будет побудительным мотивом, что я больше не хочу быть в этом подвешенном состоянии. Я что-то готова менять. Нужно пересмотреть стратегию, тактику. Так дальше не сработает. И по карте трансформации нам говорят, оставляй какой-то стереотип в прошлом. Как будто и по работе нам придется с чем-то перестраиваться. У кого-то это может совпасть смена руководства. Или смена каких-то условий, положений, графика работы. Или смена каких-то приказов. Может быть, это смена законов, и они как-то тоже будут на вас влиять. Какая-то ситуация, повторяюсь. Хотим мы того или нет, это старший аркан. Будут изменения. Но тут, скорее всего, с учетом королевы мечей, когда мы сами уже не хотим быть вот в этом подвешенном состоянии. Мои дорогие тельцы, что-то вы будете расставлять по местам, вот так вот четко, надежно.
Где-то вот это хладнокровие, которое не совсем свойственно Тельцу, когда, может быть, раньше вы ведь более лояльные, добрые люди, вы всем приходите на помощь. Вот здесь вы можете прийти к выводу, сколько я буду приходить на помощь. Нет какого-то отклика или нет какого-то результата. Я сам себе словно, ну, как веревку на шее затягиваю. Или я буду дальше себя словно обесточивать. И вот в каких-то, может быть, двойственных ситуациях, непонятных отношениях, или это будет по работе какие-то непонятные обещания, бесконечные, и нет какого-то результата. Мне теперь важен результат. Давайте посмотрим, что по финансам. У вас очень ресурсное время, карта силы. И тут хоть на деньги, хоть на работу, хоть на какие-то трансформации, может быть, в вашей личной жизни, вам все по плечу. Единственное, что нам карта говорит, держи эмоции на коротком поводке. У нас как раз лев на цепочке показан, а прообраз льва – это наше эго. Где-то мы не должны пойти в разнос. И, кстати, по королеве мечей мы храним молчание. Мы не предвосхищаем события, мы никому не даем обещаний на этот месяц, на этот период и на будущее где-то тоже. Мы больше уделяем внимание сами себе. Но и эмоции нам не должны мешать. Ну и правда, королева мечей, холодная карта. По деньгам как раз, даже если есть задержки, может быть, вам придется, допустим, ну как-то пересмотреть свой бизнес, свою работу или свою сферу деятельности. Может быть, вы захотите изменить сферу деятельности окончательно. И если были сомнения, то тут будет, скорее всего, твердое убеждение. Давайте в личной жизни. Интересно. А здесь по справедливости. Но это карта, когда мы должны быть честны сами с собой. И, к примеру, если мы не находим в отношении какого-то отклика, когда нас используют, или когда, как игра в одни ворота, мы что-то делаем, а обратно нет ни душевного того самого, да, посыла, который откликается на наши какие-то нужды, или на то, что к нам какое-то внимание будет проявлено, то есть ли этот вообще смысл продолжать? Вот что-то такое, как будто ведь по карте справедливость как к нам, так и мы. Хотя есть такое, что как мы, так и к нам. Но вот, видимо, вот в этой тонкой грани вы будете для себя что-то определять. Кто-то из вас, может быть, будет занят оформлением документов. И правда, по королеве мечей может быть такое. Хождение по инстанциям, может быть, заключение договоров, контрактов или какой-то другой документ, который вам нужно тоже оформить. Для кого-то из вас, увы, могут быть и вопросы через суд, такое тоже может быть. Но тогда хладнокровие, выдержка – наши лучшие друзья. Не сказали нам что-то конкретного, вот давайте мы с вами на колоде 78 дверей раскроем по 13-му старшему аркану ситуацию по работе. И первое – что на работе, той работе, которую вы ходите, которая для вас известна, понятна, которая есть теперь. А вы знаете, тут позитивные перемены, тут для вас какой-то плюс. Туз кубков. Это может быть не просто, несмотря на то, что серьезный старший аркан, для вас новые возможности, какое-то важное решение вы примете, и вы будете видеть точно, на 1000%, что время настало принять это решение. Это может быть там, где вы теперь работаете, предложение, допустим, должности и одновременно каких-то заработков или какое-то хорошее известие, которое перед вами новые перспективы. Но по тузу кубков это радость, это счастье, что-то доброе, хорошее на вашем том месте работы, где вы теперь трудитесь, или то, что для вас на сегодняшний день как бы стабильно, понятно, оно идет со знаком плюс, в прогресс и с приятными эмоциями. Новые способы заработка или новый вид дохода. Может быть, вы чем-то еще занимаетесь или планируете. Вот здесь важно не просчитаться. Деньги не тратим, сразу говорю, потому что отшельник, ну, больше на самосохранение. Здесь больше важна идея, выражение этой идеи. На развитие, может быть, если есть какая-то сумма больше, она как будто нам пригодится. Почему? Потому что вот на карте даже нам показано, что пытаются этого отшельника, ну, как будто увести с истинного пути, предлагая ему тут какие-то, ну, не совсем сокровища, но яства, как будто отвлекая его от его пути, а он как будто от этого отказывается, говорит, нет, не надо меня сводить с пути истинного, я буду делать то, что считаю нужным. Нет помех, по сути дела, по этой карте, потому что мы очень здраво видим ситуацию какую-то, и мы, может быть, вы, наверное, все же
Отшельник – это мудрец. Он распутывает сложные какие-то ситуации, он знает ответы на все вопросы. Это вы будете как эксперт, к вам могут обращаться за чем-то. Но, знаете, по отшельнику мы не должны прислушиваться к мнению других. Вот как вы видите, развитие ремесла, бизнеса, нового способа дохода, вот вы должны именно этим путем как будто пройти. Давайте мы посмотрим, вот карта сила, раскроем ее, что же у нас по финансам. И если мы говорим финансы, основной доход, десятка пентаклей, нам говорят, деньги будут. Это может быть из нескольких источников, мои дорогие. Это десятка пентаклей где-то и про семью, и для человека, кто находится в паре или семейного. Здесь нам сразу говорят о том, что и в семье все у вас хорошо, и деньги у вас там будут, и вообще полный порядок. Я так предполагаю, что десятка кубков может как раз проиграться в какой-то такой скользкой ситуации по отношениям. Вот, может быть, кто-то и поставит точку. Но если мы смотрим на то, что вам привычно знакомо, чем вы занимаетесь, то тут и по работе у нас туз кубков, и на деньги десятка пентаклей. Ну, можно только радоваться. Хорошо, давайте по деньгам новый доход. И посмотрите, еще один аркан, как отшельник, так и повешенный. Не время тратить деньги вообще. Мы можем себя подвергнуть риску, если останемся без денег. Вот раскрывают карты. Мало того, что на нас не должны досужие мнения влиять, может быть, кстати, какие-то негативные советы. Делай так, не делай эдак. Или ты не прав. Вот что-то такое может быть. Почему отшельник? Отшельнику ему, ну извините за выражение, 10 раз, если не 100, начихать, что думают другие. И вам должно быть, мои дорогие тельцы, тоже начихать. Вы не должны отвлекаться как будто от той концепции, которую видите вы. И по деньгам мы где-то больше бережем деньги, если мы смотрим, бережем себя, потому что если мы начнем участвовать или соскользнем где-то вот в эти эмоции, какие-то ненужные предложения, или растратим свои ресурсы не туда, мы можем себя словно повергнуть обратно вот в это подвешенное состояние. Так вот, по карте повешенного нет места финансовому риску. Вы можете с чем-то просчитаться, поэтому деньги храним, увеличиваем, сохраняем. Может быть, по этой карте и задержка, правда, с деньгами, если у вас новый способ дохода. То есть вот где-то вот непонятно, что такое может быть. И для кого-то из вас как раз вот эти карты 12-го старшего аркана повешенный будут означать, что я решаю какую-то финансовую ситуацию, которую решить в принципе сложно. Она зависит, может быть, от внешних каких-то причин. Но я хочу минимизировать вот эти все внешние какие-то факторы, чтобы ко мне деньги приходили вовремя. Или как-то вот что-то продумывать на будущее. Ну, такое может быть. Что в личной жизни? Давайте мы с вами тоже раскроем аркан справедливости. И для тех, кто один или одна, мои дорогие, каковы тенденции? Любовь. Найти взаимопонимание, примириться, если таковая ссора была, например, да, но отношения такие были непонятные. Это все-таки карта любви, может быть, будут какие-то подарки, может быть, для кого-то, если даже есть у вас партнерство, дружба, это могут быть как помощь, содействие какое-то со стороны партнера. Или вы, мои дорогие тельцы, у вас будет желание сделать кому-то подарок, но все-таки двойка, дуальность, какая-то история вашей жизни, личной жизни может получить другое продолжение. А для тех, кто один или одна, я могу предположить, что какие-то прежние отношения заканчиваются, и новые какие-то у вас могут начаться. Но я не могу сказать, что это будет новое знакомство. Хотя по страшному суду, по 13-му аркану, где-то я не могу исключить эту возможность, что вы столкнетесь с этим человеком. Может быть, это будет сначала через дружбу. Карта нам говорит о чем? Что нет препятствий, врата открыты. Мы можем пойти решать какие-то вопросы в высоких инстанциях и случайно познакомиться. И, может быть, это те отношения, которые начнутся со взаимодействия, приятного общения. Тогда не следует забегать куда-то далеко. Просто насладиться моментом. Давайте мы узнаем для тех, кто в сложных отношениях находится, каковы тенденции. Здесь больше наблюдения.
как бы, да, может быть, или работа, и у тебя все получится, с одной стороны. По этой карте, если мы говорим, дверь имеет важное значение, двери стеклянные, но нам как будто трое показаны, и мы можем быть любым из этих трех персонажей. Первое, это у нас молодой человек, который почему-то для себя решил сделать тату на спине в виде козла, ну или архара. Второе, это у нас специалист, тот, который делает это тату. И третья девушка-неформалка, которая наблюдает, и какие там у нее мысли неизвестно. Нам показывают, что за нами могут даже наблюдать где-то, какое мы решение примем, или ваш партнер, может быть, как будто за вами наблюдает, но не проявляется. Мы можем сами где-то сглупить, мои дорогие, вот если мы говорим про молодого человека, принявшего такое странное решение. Но вообще карта нам говорит, продолжай, мы как будто должны с чем-то разобраться. Или какая-то двойственная или тройственная ситуация в вашей личной жизни не должна затмить вопросы работы буквально. Все-таки здесь больше дела, работа, бизнес. И если каким-то образом отношения пересекают в рабочие вопросы или ваши способы заработка, не должно быть помех, понимаете? Нам, может быть, даже карта говорит, удели лучше внимание именно своим достижениям, самому себе. Переключись на какие-то денежные вопросы с той позиции сложных отношений. Может быть, это у кого-то любовный треугольник или, ну, еще какая-то непонятная ситуация. Как будто с головой в работу нам предлагают уйти и больше заработать денег. Вот для кого-то так, как будто, видимо, мы в этот месяц либо не решим, либо, занимаясь каким-то конкретным делом, для вас и видимость будет ваших отношений иная в каком-то другом ключе. Может быть, вы придете к выводу, меня используют. Может быть и так. Ну, давайте мы посмотрим для тех, кто в паре, для тех, кто люди семейные, хотя нам все сказали. И тут даже если тысячи неопределенностей, выход из какого-то лабиринта, правда? Десятка кубков для кого-то может означать те отношения, когда было что-то, что ставило нас в тупик, или было то, что, с чем я не мог согласиться. Здесь мы можем проговорить что-либо. По этой карте с учетом десятка кубков и с учетом планетарных событий, Уран, Юпитер до конца года у нас в ретро-движении и в вашем знаке, мы неизбежно еще, может быть, до декабря, а может быть, до января, еще будем где-то как дежавю возвращаться назад и анализировать, что было и что есть по факту. И если действительно что-то есть важное, что стоит сохранять, вы найдете нужный вам способ. Давайте, мои дорогие тельцы, мы достанем с вами карту совет на колоде добра. Добра и света она называется, но по сути с английского как добра. Что вам посоветуют карты? Каковы энергии? Семерка воды. Но где-то мы не должны замечтаться. Никаких иллюзий, мои дорогие тельцы. Вот как-то так строится месяц. И по этой карте для нас будет важно рационально видеть какую-то ситуацию. С одной стороны, карта говорит, что быть лояльным к миру. Не продавливаем какую-то ситуацию. Больше через дипломатию воздействуем. Для вас это будет тоже важно. Но в то же время иллюзорность какую-то себе не создать. А вот как раз семерка воды в этой карте, она нам так и говорит, научись быть гибким, обходить какие-то правила, обходить какие-то условности. Если видите, что уперлось что-то в стену, значит точно нужно не стену пробивать, а рассмотреть все тропинки, которые как-то ведут в обход. Для вас это будет важно. Для вас важно будет себе не навредить. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.